Всем здорово, народ! Сегодня у нас Unholy Decay, соответственно. Вспоминаю, насколько приятно и прекрасно играть за данный спек. Ну и как бы нам не хотелось, верить в обратное, но все-таки, понятное дело, ни Frost ДК, ни Blood ДК в тройке сравниться с Анхоликом не могут. Это неимоверный убийца, просто аннигилятор всего аддона 3.3.5. Поэтому всем приятного просмотра. Смотрим сегодняшние котеечки. Помню, первая катка будет грязной. По маусоверу направляю моего питомца, чтобы он сломал тотем заземления, чтобы я на него не отвлекался. Соответственно, кикаю Кастик и Лем Шаману и понимаю, у меня много сил рун, могу призывать спокойно Гаргулю, кидаю немоту в холле приста. У него не было бафа, который позволил бы ему, соответственно, задоджить. Стан пэтом, взрыв пэта, огромный дэмэдж. Не успевает холик, он накинул боб, но это было недостаточно. Вот так вот в моменте. Ну, поэтому он холик, конечно, и сильный. Неимоверно огромный бурстовый дэмэдж, гарга, взрыв пэта, бам-бим-бум. Все, победа. Летим next. Значит, вторая котечка против нас Рестор Друид, Ретри Паладин, насколько я помню, и Прото Воин. Хотя, кстати, обычно бывает наоборот. И гораздо сильнее, когда Прото Паладин и какой-нибудь Армс Воин. Ну, допустим, посмотрим, насколько противнички нам смогут что-то противопоставить. Ну, Вар свою силу только что уже показал. Волна вот эта стана, конечно, феноменальная. Зацепил только моего ШПшника, хотя, очевидно, он целился и в меня тоже. Но промахнулся, ничего, бывает, ладно, окей. Ну и принято было решение играть по Паладинычу, соответственно. Призываю Гаргулью. В идеале выдать сейчас под стан моего приста в рестора немоту, чтобы он не смог ничего сделать, когда выйдет. Туда еще залетел Фир. На самом деле с контролем поторопился, нужно было немоту придержать. Там мои тиммейты очень хорошо справились с контролем, и не особо был смысл мне выдавать немоту. Надо было придержать, и вот если бы я ее придержал, как раз-таки был бы неимоверный флекс. Но из-за того, что Гаргулю никто не контролит, она просто стоит, стреляет. Опять же, массовый такой файт. Мои дотки много дамажат, дотки моего приста много дамажат. Там все были коцаны, пробиты, и по итогу получилось вражеского ретрика завалить до конца. Но вот если бы немоту выдал на 2, 3, 4 секунды позже, быстрее бы гораздо победили данный бой. Третья котеечка против нас. Лем Шаман, Холли Паладин и Баланс. Баланс Друид, да, я вспомнил этого совуха, этого Мункина, талисмана команды, как говорится. Но вот Элема на самом-то деле достаточно неприятные противники, не для меня, а в принципе. Я очень люблю играть с Элемами и не очень люблю играть против Элемов. Особенно, когда они с Варлоком, допустим, в одной команде, это вообще нонсенс. Соответственно, гриппим к себе Холика, туда немота идет, тринкую, стан, двойная, вот так вот. Классно я прокомментировал момент, конечно же. В общем, из-за того, что я тринканул, выдал еще немоту за счет волшебного потока, плюс мой Вар выдал волну стана, вражеский Холик ничего не успел сделать, и мы, естественно, Мункина просто похоронили. Next. Катка. Против нас, соответственно, разбийник, Вар и Прист. У меня Холли Паладин и Баланс Друидыч. Будет неприятно. Хотя, на самом-то деле, хорошо, что я в Анхолике, потому что с Балансом, в принципе, за Анхолик играть, более-менее нормально. Значит, спалил разбойника из инвиза, потому что видел, что он нажал сап моего Балансыча. Он как-то слишком долго скрывался. Надо было после сапа сразу начинать нападать. Тогда бы я не смог его спалить с кипанием крови. Но, допустим, окей. Ну и как будто бы здесь нужно играть по разбийнику, чтобы не давать ему спокойно жить, чтобы он был постоянно под прессингом. Ну и разбойники на 3.3.5 очень легко умирают, как только заканчиваются их сейвы. Вот, сейчас практически получилось убить вражеского разбойника через, опять же, волшебный поток, через бёрст моего Мункина, через звездопад. Практически получилось Рогу завалить. Но, естественно, у него прокает его пассивка, плюс он ушел в ваниш, и поэтому прямо вот убить его не получилось. Хотя сейвы, конечно, мы из противников уже выбили. Мы выбили ваниш, мы выбили зубы, и сейчас осталось разбойнику только обновить свой кулдаун, и по итогу мы вообще все с них уже достанем. Пошел блайнд по моей сове зачем-то, непонятно зачем от разбойника залетел блайнд в сову. Естественно, Вар это сразу же сбил своим станом. И непонятно, почему так хорошо живет мой совух. Невероятно, это нонсенс. Он не умирает, посмотри. Залетает стан по вражескому ДЦ присот моего Холли Паладина. Еще один шанс пробить нам, соответственно, вражеского разбойника. Поставил бабл просто так, чтобы было, не знаю, по сути, у них магии может бить только прист, поэтому от моего бабла смысла особо нет. Ну, ждем Гаргулью. Я просто гриппу к себе постоянно поближе ДЦ приста, чтобы он не был в такой фришной, свободной позиции сверху, когда его никто не контролит. Когда он стоит сверху, понимаете, он может очень быстро мансить. Вот так вот, выходите за пиларчика, заходить. А если он в поле стоит, возле нас, то можно там по случаю, по возможности и касть ему
и кастик ему кикнуть. И, в принципе, моей теаме, конечно же, будет гораздо проще контролем заниматься, если престу, до преста свободное пространство. И вот сейчас я понимаю, что разбойник как будто бы ошибается. Он выходит слишком высоко наверх, я гриппаю еще к себе подальше. Поближе в моей ручке! И мы его добиваем. Ну, это закономерный, на самом деле, результат. Если они не успевают за первые, там, я не знаю, минуту убить моего Мункина, то дальше у них прям максимальные проблемы начинаются. Опять же, там и прото-воин, у них урона прямо не хватает. Если был бы Армс, было бы, конечно, гораздо неприятнее. Вот эти блейдштормы постоянные, тудым-сюдым. Хотя смотри, кстати, в моменте-то что-то мы расслабились. Практически получилось Мункина убить, вражеского протовара. Но не тут-то было, не тут-то было. Мы собрались, опять же, и сейчас будем дальше побежать. Но вдвоем троих победить, очевидно, невозможно. Это они уже просто тянут время. Играются, не сдаются. Искорки не было в этой катке. Она просто такая закономерная, степенная. Да, победа, ну и чё. Ладно, нормально. Летим дальше. Следующая котичка. У меня в команде Холли Паладин, соответственно, Элем Шоумен. Тот самый, с которым я люблю играть в одной команде. Против нас Анхолик, Армс Воин и Холли Паладин. Значит, побежал вперед, понятное дело, чтобы застопорить противников, чтобы они не захотели упороться в моего Элем Шамана. Посмотри, насколько много дэмэджа у Элема. Он просто пару раз нажал, соответственно, свою молнию во вражеского Холика и практически фулл лицо ему снял, заставил прожать бабл. Ну, понятное дело, там я зацепил, соответственно, Холика взрывом питомца, тудым-сюдым, но все равно. Вот, прямо сейчас, смотри. Лаваберст пошел, цепная молния, моментально я закидываю до немоту, призывается Гарга на всякий случай, но она здесь как будто бы не нужна. У Элема, невероятно много дэмэджа, он просто как из пулемета стреляет, и криты вылетают супер солидные. Следующая котеечка, народ. И я вам рекомендую настоятельно присягнуться, потому что эта катка быстрой не будет. 7 минут мы отыгрывали данную котеечку. И на самом деле я такие люблю. Понятное дело, что если знаешь, ты 5 каток регаешь и 5 подряд у тебя будут 7 минут, но это no, такого нам не надо. Но когда много турбачей, мне гораздо больше не нравится. Потому что вот эти бои, за которые 30-40 секунд выигрываются, это мало интересно на самом-то деле. Значит, соответственно, гриппаю к себе Рестор Друида, в него выдает фуловый стан мой Паладин. После стана я закидываю до немоту, еще стан пэтом, волшебный поток, очень большая серия контроля сейчас была, но пробить его не получилось. Печально, потому что все-таки Тима его поддерживала, его дополнительно хилили. В этом плане противнички молодцы. И несмотря на то, что, казалось бы, очень хорошая серия контроля, прямо без пропусков, без вот этих вот микро, знаешь, таких трещин, без пауз, выдали немота, стан, и все равно не успели убить вражеского рестора. Даже под Гаргой, хотя она просто, по сути, била, и никто ей не мешал. Окей, допустим, нормально, пойдет. Понимаем, что противнички просто сдаваться не будут. Через 20 секунд заканчивается БЛ вражеской тимы, и это для нас, конечно же, тоже будет хорошим моментом. Я решил немножко подотойти, поскольку у меня, они, знаешь, меня подпробили чуть-чуть. Я, опять же, в стойку льда забайтили меня перейти, потом я перешел обратно, потратил, соответственно, руны и решил немножечко переждать, соответственно. И сейчас вместе с моим паладином он хорошо сделал, видели, запараличил вражеского паладина и под стан решил забуриться в Элема. Я ему вместе решил тоже, соответственно, помочь, подсобить ему в этом деле, но вот как-то слабо мы их пробиваем. Пробиваем их действительно слабо. Опять же, подстанил вурдалаком вражеского Рестор Друида, грипнул его к себе, чтобы он не был, опять же, в центре. За счет этого мой друид закинул в него смерч. Вот видите, почему важно за Анхолик, и в принципе, по возможности, за кого-либо играя, руинить позиционку вражеским игрокам очень резко в моменте. И на самом-то деле неожиданно для меня залетело дэмэджа во вражеского Элема. Посмотри, насколько сильно его пробили, забайтили, соответственно, на вражеский боб. То есть теперь и бобчинского у противников тоже не будет. Постоянно вурдалаком по Маусоверу, соответственно, направляю его на тотема, чтобы он их ломал. Понятное дело, потому что тотема шамана мы не любим. И сейчас понимаю, что нет смысла бежать туда далеко за паладином. Лучше я поближе останусь, соответственно, и буду сражаться с Элем Шаманом, опять же, потому что у меня здесь рядом есть мой тиммейт. И это хорошо. Накинул немоту вражеского Рестор Друида, подумал, что нам хватит дэмэджа в моменте. И как будто бы почти опять хватило. 13% там в моменте осталось у Элема, но все равно вот чуть-чуть, буквально чуточки не хватает. Гриппаю к себе шамана, станю опять Рестор Друида, пытаюсь дальше пробивать шамана. Как же они живут, Боже, как же они живут. Но здесь без Гарги как будто бы уже не обойтись. Печально, что через 30 секунд появится Гарга, но будет на КД все-таки мое удушение, поскольку я его в моменте как будто бы выдал хорошо.
Я хорошо выдал в моменте удушения в рестор друида. Мы почти пробили Элема, но этого оказалось недостаточно. Я решил, знаешь, так рискануть. В идеале, понятное дело, и Гаргу, и Немоту одновременно вязать, так это вообще комбо мощное по итогу получается. Но, к сожалению, вот такая у нас будет ситуация сейчас. Окей. 1 секунда до Гарги. Гарга готова. И вот ее нужно выдать хорошо в моменте. Главное, чтобы она, знаешь, била. Я понимаю, что, в принципе, Элем стоит далеко от пиларчика, далеко от центрального гроба. Плюс у меня еще есть грипп ко всему этому прочему. Я гриппал к себе. То есть Гарга, в принципе, бьет. Почему-то вражеский ретрик не хочет ее ферять. Вот он что-то там станет, бегает, феряет. И вот сейчас концептуально важный момент. Я понимаю, нет смысла бежать далеко туда за Элем-шаманом, потому что он будет мансить. Лучше упороться в ретрика на самом-то деле, потому что он не сможет избежать мою Гаргулью. Поэтому я перенаправил ее сначала на ретрика. Сейчас понимаю, что шаман снова вышел далеко, и теперь моя Гарга спокойно до него достреливает. Перенаправляю Гаргу на шамана. Суть в чем? Пусть лучше Гаргулья бьет не тот таргет, который вы хотите изначально, но хотя бы бьет. А если Гарга будет просто летать за кем-то, не успевая, это вообще никому не надо. Пусть она хотя бы дэмэдж вносит и байтит, хотя бы на ману вражеских игроков. Вот какой я вам хочу посыл донести. По итогу, понятное дело, это ни к чему не привело в данном случае. Но в целом логика правильная. Здесь кикаю циклон вражескому рестор друиду. Отлично. В моменте прям почувствовал, что он захочет зациклонить, и прям вот на него сверху с небес, как кара, упал. И, соответственно, не дал ему циклон кастануть. Снова не дал ему кастануть циклон. Ай-я! Ну, ему фейковать, конечно, надо было вот сейчас второй уже раз. В первый-то понятно, он не ожидал, что на него сверху упаду, но второй раз надо было фейковать. Выдаю Немоту рестор друида. Хочу подстанить сейчас его после этой Немоты своим питомцем. Но не хватает... Вот сейчас как будто бы Немота была лишняя, да. Сейчас была лишняя Немота, но я понимаю, что в плюс-минус она одновременно откдешится с Гаргулей. Поэтому, момент, опять же, тоже был более-менее. Более-менее был момент. Знаешь, я ему ставлю 6 из 10. В моменте Немота на 6. Хорошо, пойдет. Не прямо в молоко она улетела, потому что я понимаю, у меня будет стан, рестор дует как будто бы достаточно далеко, и в целом это время мне выиграет. Да, но дэмэджа в этот момент не получилось выдать достаточно, потому что, опять же, ретрика вражеского пробить тяжеловато. А это не ретрик, это прек-паладин, кстати, против нас играет. Гриппаю к себе рестор друида, выдал Немоту волшебным потоком по всем 3 оппонентам в моменте. Не очень хороший циклон от нашего рестора. Прямо сейчас помешал нам забуриться жестко в элементале. Вот я не понимаю, какие проки? Просто смотри, в моменте мой паладин сейчас в соло практически на 70% сломал лицо вражескому Элем-шаману. Он просто ему буквально за секунду 70% хп снял. Кекис. Не отпускаем, естественно, Элем-шамана так далеко. Просто get-over-here ему делаем. И сейчас попытаемся его, опять же, дальше пробить. Через 25 секунд будет Гарга, через 44 секунды будет Немота. Наше удушение. Опять же, постоял в бабле, пока он был, чтобы, занивелировать некий дэмэдж противников. Понятное дело, там дэмэджа магического очень много. И продолжаем. Вот уже ручки трясутся. И у нас, и у оппонентов. 5 минут, 6 минут протяженность боя. Неимоверно. Incredible. Хороший дэмэдж сейчас залетает моего паладиныча. И я понимаю, как будто бы надо делать. Как будто бы надо делать, смотри. 6 секунд до Немоты. 5 секунд до Немоты. 3! Сейчас нужно дождаться момента. Призываю Гаргу, гриппу к себе поближе, соответственно, Элем-шамана. Понимаю, что далеко вражеский рестор друид. Хороший циклон залетает в моего тиммейта. Накидываю Немоту на вражеского рестор друида. Станю и переагриваю Гаргу, потому что он сейчас далеко, и на нем нету хилок. Мой паладин бьет шамана, я бью, соответственно, рестора. И пока рестор отвлекался, мой паладин просто шотнул Элема. Все. Так мы и победили. Вот такая интересная котеечка. Народ, для тех, кто не знает, у меня есть PvP-шный гайд на Unholy DK, есть полноценный гайд по макросам, по биндам на Unholy DK, и при этом еще присутствует полный гайд по настройке аддонов и интерфейса под PvP. Все это лежит у меня на Бусти. Еще на Бусти есть личный чат, в котором вы можете мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. И в целом, если вы планируете поддержать мой канал копеечкой и получить за это дополнительный контент, то приглашаю на свой Бусти, переходите, знакомьтесь с контентом и подписывайтесь.